Все началось еще 14 лет назад, когда 35-летняя Эшли Хелфорд ждала своего первого ребенка. Врачи, у которых наблюдалась женщина, посчитали внезапно появившуюся на ее шее шишку последствием инфекции. Антибиотики устранили проблему, но через некоторое время нарост вернулся. Тогда у медиков возникло предположение о том, что шишка на самом деле была камнем в слюнной железе. Страшная правда всплыла на поверхность чуть позже. Прошло полгода, но нарост не пропадал. Наоборот, он стал болезненным и твердым на ощупь. По просьбе обеспокоившейся женщины ей сделали биопсию. Результаты ужаснули всех. У Эшли обнаружили рак. Через 4 дня после судьбоносных известий бедолаги провели стимулированные роды. Маленький Харли появился на свет на 33-й неделе беременности. К счастью, младенец оказался до того крепким, что даже не оказался в отделе интенсивной терапии новорожденных. Вскоре после родов медики удалили у Эшли опухоль размером с теннисный мяч. Однако после операции женщина начала страдать от жутких головных болей. Кроме того, у нее начало постоянно двоиться в глазах. Результаты томографии оказались попросту кошмарными. Раковую опухоль нашли в мозгу Эшли. Кроме того, опухоли поменьше оккупировали ее легкие и печень. Казалось, что надежды уже не осталось. Как бы то ни было, мать отказалась сдаваться. С каждым днем ей становилось все хуже. Правый глаз перестал открываться. Головные боли сводили с ума. И женщина едва могла встать с кровати. Но ради сына Эшли продолжала бороться. Жуткие кадры с процедур почти не отражают тот ад, через который ей пришлось пройти. Все родные держали за нее кулаки, а люди из местной общины снабжали семью едой и молились за больную. Через некоторое время проверка показала невозможное. Рак перешел в ремиссию. На память о себе болезнь оставила Эшли проблемы с дыханием и пищеварением, хронические головные боли и режущие боли в глазах. Самым страшным последствием для женщины и ее мужа, впрочем, была спровоцированная лечением менопауза. Теперь несчастная больше не могла иметь детей. Представьте себе удивление Эшли, когда на очередном осмотре ей внезапно сообщили о ее беременности. Ну а после появления на свет крохотной Грейс, через несколько лет женщина снова оказалась в положении. Недавно родился еще один ребенок пары, маленький Элли. Даже врачи не могут объяснить выздоровление женщины иначе как чудом. Сама же женщина считает унявшийся рак и возродившуюся фертильность проявлением божественного промысла. После таких историй в голову закраиваются именно такие мысли.